Новые подробности. Конфликт в Газе выходит на опасный и, возможно, решающий этап. На фоне дипломатических усилий и международных заявлений о возможном перемирии в Даху прибыл израильский переговорщик. Но, как подтверждают источники, он не привез ничего нового. Предложение, с которым он приехал, это тот же план, который Хамас уже ранее отвергал. С самого начала стало ясно, никакого сдвига в переговорах не произошло. Хамас выступил с жестким заявлением. Они обвинили Израиль в том, что он отказывается остановить огонь, игнорирует посредников и прибегает к давлению силой, пытаясь навязать свои условия под прикрытием авиаударов. Более того, Хамас утверждает, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не проявляет интереса к судьбе израильских пленных. По их словам, он ведет политику затяжной, бесконечной войны, где приоритет не жизни, а политические интересы. Тем не менее, в знак доброй воли, Хамас освободил американского гражданина Идана Александра. Этот шаг, как подчеркивают представители движения, был частью договоренностей США, заключенных при посредничестве международных сторон. Согласно этим договоренностям, гуманитарная помощь должна была начать поступать в Газу немедленно, а переговоры – перейти в фазу постоянного прекращения огня с выходом на всеобъемлющее соглашение. Но Хамас предупреждает, если эти шаги не будут реализованы, если помощь не начнет поступать, и если огонь не будет прекращен, это подорвет все дальнейшие переговоры, особенно по обмену удерживаемыми лицами. Пока дипломаты бездействуют, сектор Газа продолжает страдать. Из региона поступают тревожные сводки. Разрушены дома, школы, временные укрытия, в которых прятались беженцы. Одним из самых тяжелых эпизодов стала атака на дом семьи Аль-Банна. Медицинские бригады работают без остановки, вытаскивая раненых из-под обломков. Госпиталь Насер перегружен. Пациенты лежат в коридорах, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, ресурсов критически мало. Многие не получают своевременной помощи. Гуманитарная система на грани коллапса. А в дипломатических кулуарах – тупик. По данным телеканала Аль-Араби, израильский кабинет министров даже не дал полномочий на подписание какого-либо соглашения. Несмотря на визит американского спецпредставителя, несмотря на давление со стороны Вашингтона, Нетаньяху отказался менять свою позицию. По информации, которую передали журналистам, Израиль согласен лишь на частичный обмен, освобождение половины заложников, в том числе тел погибших, без прекращения огня и без четких обязательств. Это предложение уже было отвергнуто ранее и вновь озвучено без каких-либо изменений. Хамас в своем последнем заявлении дал понять, их шаг с освобождением американского пленного был проверкой доброй воли. Они надеялись, что за этим последуют реальные действия, гуманитарная помощь, прекращение огня, начало переговоров. Но вместо этого новые авиаудары. Ни одного дипломатического ответа. Полное молчание. И теперь в Хамас открыто заявляют, эти усилия провалились. И виной тому израильская сторона. Вывод – никакого прорыва. Никаких подвижек. Попытка сдвинуть переговоры с мертвой точки разбилась о политические стены. Гуманитарная ситуация ухудшается. Переговоры в тупике. А регион вновь балансирует на грани новой фазы эскалации. Оставайтесь с нами. Все может измениться в любую минуту.